Предоставляю слово Кену и Лане. It's so good for us to be here this evening with you. Это так здорово для нас быть с вами сегодня этим вечером. And we've really enjoyed our stay in Russia. И нам действительно приносит большое удовольствие быть в России. You have a beautiful city here. У вас такой прекрасный город здесь. And we really enjoyed our time here with you and in your city. И мы так по-настоящему довольны этим временем с вами здесь и в этом городе. We're excited to be able to share with you this evening about our children. И я очень вдохновлен, что у нас есть такая возможность сегодня делиться с вами о детях. Before we get started, we would like to present you with something. Прежде чем мы начнем, я хотел бы представить вам кое-что интересное. Ира, пожалуйста. Wichita State University Это государственный университет в Уичите. is our local university. Наш, в общем, такой местный университет. And we have a cup and we have some American candy. There should be enough for all of your children. Это вообще чашечка, и там волшебные конфеточки вкусненькие. И этого должно быть достаточно для всех ваших детей. So please come up and get some when we're finished. Пожалуйста, будьте смелы подойти и забрать себе, когда мы закончим. We also brought ink pens. Также мы привезли вот такие вот классные ручки. And we have many, so help yourself. И у нас просто их завались, пожалуйста. Anybody need a pen tonight? Всем хватит ручки сегодня вечером. Thank you, brother. So help yourself. В общем, позаботьтесь сами о себе, подойдите потом, возьмите, хорошо? Yes. Okay. So we're going to talk about family tonight. Мы будем говорить сегодня о So we семье. thought we would share a little bit about our family first. И прежде всего, я хотел бы кое-что сказать о нашей семье. This is our granddaughter. Это моя внучечка. Our daughter's girl. Дочка моей дочки. She's 8. Ей 8. Okay. Her name is Sophia. Ее зовут Мудрость. София. This is our daughter, Kelsey. Это моя дочь, наша дочь Келси. And we learned today that she's the same age as Like my wife? your wife. Yeah, same Настя. age. И мы поняли сегодня, что она оказывается такого же возраста, как моя жена Настя. Her son is Jackson. Ее, значит, сын Джексон. He's 2. Ему 2. Okay. Next. This is our son, Mark. Этот мой сын, который в пиджаке, это Марк. His birthday was Friday. Его день рождения было в пятницу. He was 38 on Friday. Он спросил, ему точно 38? Ему стало 38. And his wife is Jamie. И его жена Джейми. And the oldest son, he's 3. И старшему сыну 3. His name is Rhett. И его зовут Ред, like Red. Like shirt. Last name? No, Rhett. R-E-T. Rhett. R-E-T. Red. Okay. And then this is Theon. 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 Это, в общем, Тиам. And he's 3 months. И ему вообще 3 месяца. So that's our family. Это наша семья. So Lana and I have been disciples for 28 years. Лана и я, мы уже ученики на протяжении 28 лет. I was 39 and she was 36 when we became disciples. Мне было 39, а ей было 36, когда мы стали учениками. We had been married 15 years. И мы женаты уже 15. Мы же были женаты 15 лет. 15 years, Yes. yeah. And our children were 9 and 4. И нашим детям уже на тот момент было 9 и 4. And the important thing about that is И важная вещь об этом во всем, that we had many years to make lots of mistakes before we became disciples. что вы понимаете, у нас было много ошибок прежде чем, в нашем воспитании, прежде чем мы стали учениками Иисуса Христа. By God's grace, Но Бог милостив. all of our children are disciples. Все наши ученики, все наши дети сейчас христиане, ученики. And we're excited to be a united family in Jesus. И мы так вдохновлены, что наша семья едина во Христе. Аминь. So, in order to get started this evening, we're going to start with a verse in Ephesians chapter 6.
И, значит, сегодняшнюю встречу мы начнем с отрывка Ефесянам 6 глава 4 стих. In verse 4. Да, 4 стих. Я прочитаю. Do you want to read in English? Прочитать? So, okay. They know. Ефесянам 6 глава 4 стих. Здесь говорится: Родители, не раздражайте своих детей. Растите, воспитывайте и наставляйте их, как велит Господь. Okay, this verse is addressed to fathers. И этот отрывок, он адресован к отцам. But I think we can understand that it applies to mothers just as well, right? И на самом деле мы также к мамам можем отнести, правда? And so Paul is encouraging parents to be respectful and mindful of how they treat their children. Павел, он просто, очень сфокусирован на том, как надо воспитывать и выращивать наших детей. The way that we treat our children Путь, которым мы должны воспитывать наших детей, will impact their lives for the rest of their lives. говорит. Повлияет на их жизни до самой смерти, то есть это будет оказывать влияние на всю оставшуюся жизнь. Now we're not talking about the occasional mistake that we might make. Мы будем сегодня говорить о ошибках, которые мы можем делать, Or the normal frustrations that we all encounter in our life. Frustration, это ошибка, фрустрация, расстройство, те расстройства, которые не могут привнести в нашу жизнь. But what we're talking about this evening is a consistent pattern of behavior in our lives in regards to our children. Это постоянный образ Поведение. поведения в отношении детей, наш собственный. Как нам самим вести себя с нашими детьми. Да. So Paul says, don't. What's the word? Не раздражайте, я понял. How's that translate? In English. Irritate. You want me to explain this word? Well, no, yeah, just one word. So I can use the same word. You can use this word. I Okay. try to translate. Okay. Desperation. Inspiration. Yes, it's a good word. Exasperation? Okay. Paul doesn't want us to exasperate our children. И Павел сказал, что нам нельзя наших детей, как он сказал, не раздражайте, не провоцируйте своих детей. But what does that mean? What do we do that exasperates our children? Что это значит? Что это мы можем делать, что провоцирует наших детей, раздражает их? I want to quickly list a few things to be aware of. Если быстренько несколько вещей, вот списочек. Okay, the first thing is if we belittle our children Первая вещь, если мы унижаем наших детей, Ну, это как by making fun of them, мы можем смеяться над ними иногда, calling them names, давать им разные кличечки, being знаете, critical, критиковать их particularly about things that are important to our children. и Being critical about things that are important to them. критиковать вещи, которые для них очень важны, да. To make fun of the way they look, Смеяться над тем, как они выглядят, or to humiliate them in any way. или другими способами унижать их. Okay, the second thing is demanding perfection. Вторая вещь – это завышенные требования и условия, любовь с условиями, знаете. If our children feel like they can never measure up to our expectations. Это то, когда дети могут чувствовать, что они никогда не достигнут того, что от них ожидают родители. Okay. Third thing is, Третья вещь – это as parents, sometimes we can be very controlling, родители временами могут быть слишком контролирующими. telling them everything that they need to be doing. Говорить им все, что им нужно просто делать. That can be exasperating for our children.
Это может быть просто разрушительно для наших детей. Мы называем это контролирование, если вы помните, да? Fourth thing is, Четвертая вещь это, if we deprive our children of empathy, это называется подавление чувств. comfort, Когда мы заставляем их чувствовать себя как одиноко, да, подавление их чувств и comfort. не давать им чувства, что им комфортно, в общем. And if we don't allow our children to express the way they feel. Не давать им возможности объяснить, как они себя чувствуют. Fifth thing, Пятая вещь. we can be overprotective of our children, Это чрезмерная опека над своими детьми. trying to protect them from everything that seems kind of fearful to us. Постараться защитить их от всего вообще, что нас пугает. Sixth thing is, if we become very negative and pessimistic. Это как шестая вещь, это когда мы становимся очень негативными и пессимистичными. And we are repeating negative remarks and negative ideas all the time. Мы слишком часто делаем негативные замечания обо всем, что нас окружает, критикуем все вокруг. And the last thing that I want to mention is that we can become overly permissive. И седьмая вещь, в которой мы можем допускать ошибку, это вседозволенность наших детей. Sometimes parents try to be their children's best friend rather than mom and dad. Иногда родители пытаются быть для детей лучшими друзьями, вместо того, чтобы быть мамой и папой. But this verse not only tells us that we shouldn't exasperate our children. Этот отрывок говорит о том, как нам нужно не раздражать наших детей, да? Не только о том, как нам не раздражать наших детей, но и... Этот отрывок говорит о том, что нам не только не нужно раздражать наших детей, но и... Да. But we also need to bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Что нам нужно их воспитывать и взращивать так, как учит Иисус Христос, наш Господь. That's what we want to spend the most of the time with this evening is not so much looking at things we shouldn't do. Окей. И это то, что мы сегодня будем делать. Не только сфокусироваться на том, что нам не нужно делать, But think more about what we should be doing with our children. но мы подумаем, что на самом деле нам нужно делать с нашими детьми. And so, in Proverbs chapter 22, Притчи, 22 глава, 6 стих. verse 6. Я сказал раньше, да. 22, 6. Притчи 22, 6. Кто-нибудь, может быть, тоже достанет, будет читать. Выведи юношу на верную дорогу, и он в старости с нее не свернет. Okay, this verse says that we need to train or teach our children. Этот отрывок говорит о том, что нам нужно тренировать и учить наших детей. And that word in the Old Testament is an interesting word. Другое слово в Ветхом Завете очень интересное слово. For example, that same word is used in 1 Kings chapter 8. Слово, которое используется в First Kings 8. Первое царство, глава 8. In verse 63. Стих 63. Давайте посмотрим. Первое царство, глава 8, стих 63. 60? 63. Chapter 8. Chapter 8, 63. Okay, this is the English version. It's Wouldn't be the same word. It's different in Russian Bible. The numbers. Okay. So I'll read it and they can translate. Yeah, maybe it's. Yes. I'll read it and they can translate. Yes. Первое царство, 8 глава, 63 стих. Okay. Yeah, One moment. Okay, read. I'll read it. Now the king and all Israel. The king and all Israel. Слушай, значит, король, царь и весь Израиль, слушайте. Offered sacrifice before the Lord. Sacrifice. Ваши жертвы перед Господом. Solomon offered for the sacrifice. Verse 62. Is it 62? 62. Oh, 62 and 63, sorry.
Пожалуйста, Антон, переведи сейчас. Actually, 63 is the one I wanted. Well, if you start I can with find in 62. English version Okay, this. I'll try to translate. Okay, I'll just read. The setting here is that Solomon has built the temple, Сказано о том, что Соломон построил храм and they're getting ready to dedicate it to God. и был готов посвятить его Богу. So they offer a lot of sacrifices, И он принес много жертв. and it says 22 тысячи. in verse 63, it says, "So the king and all the sons of Israel dedicated the house of the Lord." И сказано в 63 стихе, что он посвятил этот храм Господу. Да, dedicated the temple of God. Ага, Посвятил и этот храм поэтому Господу. его сыновья и сыновья Израиля, сыны Израиля посвятили этот храм Богу, этот дом Богу. So the word dedicated here is the same word that's used in Proverbs to say train or teach. Вот это значит слово, которое используется здесь, dedicated, то есть посвятить, то же самое, которое используется в притчах, воспитывайте, тренируйте своих детей, посвящайте их Господу. Понимаете? So I think we all have the heart that we want our children to be dedicated to God. But how do we do that? Как мы можем посвятить наших детей Господу? Что мы можем делать для этого? I think it implies that it takes more than just talking, teaching with our children. Я думаю, это нечто большее, чем просто говорить и учить детей. So we want to get into this a little bit about things that we need to do in order to dedicate our children to God. Давайте поговорим немножко о вещах, которые нам нужно делать для того, чтобы именно таким образом посвящать детей Богу. And the main idea that we want to get across, I think, tonight Основная идея, о которой мы поговорим сегодня вечером, это is that our children are just really small people. и наши дети это маленькие люди, действительно. And parenting is just really practicing relationship skills. Ага. И воспитание действительно практикует наши навыки общения с детьми. То есть When we treat or talk to our children, or when we treat or talk to our brother or sister in Christ, когда мы разговариваем с нашей сестрой или с нашим братом в Христе, the same way that we treat or talk to our children. таким же образом мы должны разговаривать с детьми, с нашими То есть идея в том, что как мы бы не стали разговаривать с нашими учениками, братьями и сестрами, иногда мы позволяем говорить со своими детьми, понимаете, да? А они просто маленькие люди, такие же, как и остальные братья и сестры. Soon after I became a disciple, Вскоре после того, как я стал учеником, I was walking with my daughter я гуляла с моей дочерью and a friend who had also just become a disciple. и другом, который только недавно стал учеником. And I said something harsh to my daughter, Я сказала что-то пренебрежительное, да, к своей дочери, and my friend who was very pure-hearted и мой друг, который был очень мягкосердечен, thought that I was talking to her. подумал, что я говорю так. Подумал, что как я так вообще с ней могу Да, говорить. да, да. I was so embarrassed, Я была очень смущена. but I thought, Но я подумала, why would I talk to, well, I first apologized to the sister, Сначала я извинилась перед сестрой, but then I thought, why would I talk to my daughter like that if I wouldn't talk to my sister that way? я подумала, почему я позволяю себе так разговаривать с моей дочерью, если я не могу так говорить с моей сестрой. And before I became a disciple, I shouted at my children, Потом даже будучи прежде чем быть учеником, я учеником, кричал на кричал. своих детей and spoke to them harshly. и разговаривал с ними очень грубо. But I apologized to my daughter, Но я извинялась перед своей дочерью. and it was such a strong repentance. И это было очень сильное покаяние. I still remember exactly where I was standing 28 years ago. Я Точно помню, где я была 29 лет назад, в каком я состоянии была. And being harsh with my children, будучи грубой с моими
с моими детьми and shouting at them и крича на них, stopped being a pattern in my life at that point. это поведение перестало быть образом поведения для меня с тех пор. То есть я перестал так поступать. And we want to talk about 5 different ways that we can learn to dedicate our children to God. Как мы поговорим об основных 5 вещах, которые позволят нам приблизить детей к Богу и вот посвятить их Богу. Okay, the first, in Genesis chapter 2, Tim actually used this verse last night in talking about marriage. И, значит, Бытие, 2 глава, 18 стих. Тим говорил об этом вчера на собрании женатых. In verse 18 it says that God said that it's not good for man to be alone. Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Tim referenced that in terms of, in the context of marriage. И Тим использовал этот отрывок в контексте брака. But that is a need that God created within all of us. Но это факт, что Бог нас всех создал. And it's not good for our children to feel alone either. И также детям нехорошо быть одним, как и нам, взрослым, да. So, if it's okay with you, Это хорошо, если вы. I want to kind of paraphrase the verse a little bit. Немножечко перефразировать этот отрывок. The Bible says that is why a man, И вот почему человек, Библия говорит, in our case a father, а мы можем подставить отец вместо человека. leaves his father Оставляет своего отца and leaves his father and mother и оставляет свою мать and is united to his wife и соединяется со своей женой or a mother, или мамой. and they become one flesh, И они становятся одной плотью, a new family. то есть новой семьей, понимаете, да? We all have a need to feel accepted and connected. У нас всех есть нужда чувствовать себя принятыми и понятыми To the important people in our lives. для важных людей в нашей жизни. That is our families. И это, конечно, наша семья. In thinking about connection, Думая о связи между like we shared, our son was 9 years old when we became disciples. Our son Mark. Когда они стали учениками, ему было 9. Его сын. Сын, да. And I also shared that up to that point, я также делилась как вот с этого времени. I had been harsh and shouting at my son. Я была грубовата и кричала на моего сына. So once I became a disciple, После того, как я стал учеником. Антон, чуть-чуть погромче. Хорошо. Извините. I was baptized on a Sunday night. Я была крещена в вечернем воскресенье. And we came home, and the next day on Monday evening, На следующий день мы пришли домой вечером в понедельник. I sat down with my family. Я села вместе с друзьями, рассадила всю свою семью вокруг себя. I apologized to Ken. Я извинилась перед Кеном. I apologized to my son И перед сыном for the way that I had talked to him. за тот образ, как я разговаривала с ним. I also apologized to my son Также извинилась перед сыном for the way I talked to his dad. за то, как я разговаривала с его отцом. So at the age of 9, my relationship with him had become not very good. То есть просто к возрасту, к тому времени, как ему стало 9, их отношения с ее сыном стали не очень хорошими. So I had to figure out how to connect with him. Поэтому мне пришлось снова строить с ним отношения наново. So what I did was I asked him a few days later if I could share my quiet time with him. И первое, что я попросила его по прошествии этого времени, не могу ли я проводить с тобой тихое время? Поделиться временем. Ну да.
Да, разделите, в принципе, да. If he had said no, Если бы он сказал нет, then I wouldn't have shared it with him я бы не стала делиться с ним. because I was wanting to start a pattern of respect. Потому что я пыталась установить новый образ поведения. Уважение, да, уважать его мнение. But he said yes, Но он сказал да. and we sat on the front porch, И поэтому мы сели возле... Друг напротив друга. On the front step. on the front step, and I shared my quiet time with him. И я поделилась с ним своим тихим временем. I didn't expect him to say anything back to me, И не ожидала, что он скажет мне что-нибудь в ответ. and I thanked him for listening to me. И я поблагодарила его за то, что он просто послушал. And I occasionally would do that, И я в это... continue to share my quiet times with him. И я продолжила делиться с ним своим тихим временем. And we started to connect on a different level. И у нас на каком-то уровне появилась связь с ним. На новый уровень нужно связь, Да. взаимопонимание. My personal conviction is Мое личное убеждение, это, that this, particularly if you're a leader in God's church, особенно если вы занимаетесь каким-то лидерским служением в Церкви Бога, this is a very important это point. Это очень важный пункт, важная идея. There are many examples in the Bible Множество примеров в Библии, of the men of God like Samuel, как люди Бога, такие как Самуил, Eli, and David, Илия или Давид, who were great men of God, кто были великими людьми Бога, but their children did not turn out well. но их дети, они были не очень в хорошем состоянии духовном. And I think, particularly as leaders, Я думаю, что особенно для лидеров it would be a tragedy это должно быть просто трагедией. for us to do great work for God, Если вы делаете хорошую работу для Бога, but lose our children. но теряете своих детей. So, connecting with our children is very important. Взаимопонимание, взаимодействие с нашими детьми невероятно важно. Okay, number 2. И номер 2. We mentioned earlier it's not good to be controlling with our kids. Not to be controlling. Нам нельзя быть очень слишком контролирующими в наших отношениях с детьми. I think controlling parents believe Я думаю, что вот родители, которые контролеры такие, верят, that they are guiding their children in the right direction. что они ведут своих детей в правильном направлении. When really Но действительно, they end up exasperating their children. они ведут своих детей к разочарованию. We need to allow our children to discover who God wants them to be. Нам нужно позволить своим детям узнать, кто такой Кем они хотят, чтобы Бог стал. чтобы понять, какими их хочет видеть Да, Бог. точно так. I think as a dad, Вот я, значит, как папа, I can have a vision for my child. у меня есть представление, значит, на моего сына, на моего ребенка, да, видение. But that is my vision for them. Но вот мое видение на него, But is it God's vision? это не видение Бога. Надо делать. Может, да, vision. God's vision for our child? Your vision is a God vision. No. That's a question. I can Но have- действительно ли мое видение для моего сына является видением Бога для моего сына? We want our children to be what God wants them to be. Хотим от наших детей, чтобы они были такими, какими Бог хочет их видеть. Да. Jeremiah 29, Иеремия 29. the Bible says that God says that I have a plan for you. Библия говорит, что Бог говорит в Библии, что у меня есть план для вас. So God has a plan not only for you, Но у Бога есть план не только для вас, but for your children as well. но также, или прежде всего, для ваших детей. You know, our children have many of our qualities. Потому что у детей есть много наших качеств. То есть они унаследуют множество наших качеств и характера. They have the good ones Как хорошие, and the not so good ones, так и не очень. but they're not us. Но они не мы.
They won't always make the same decisions that we would make. Они не всегда сделают те же самые решения, которые мы бы приняли в своей жизни. And I have an example of when our daughter was finishing up her last year in high school. И у меня для вас есть пример, когда моя старшая дочь заканчивала свой последний год в школе. She was a disciple. Она стала учеником. She and I had a very good relationship. У нас были отличные отношения. We could talk things through. Мы обговаривали разные вещи с ней. But we had this one situation that we were having a difficult time with. Но у нас была одна ситуация, с которой мы никак не могли разобраться. There was not a right or wrong answer. There was not a right answer. Нет, не было правильного ответа. We just thought differently about this situation. Мы просто смотрели на эту ситуацию с разных углов. While she was in high school, she played softball. Когда она была еще в средней школе, она играла в softball. Бейсбол. Бейсбол. Играла в бейсбол. And in the United States, at the end of the school year, И в Соединенных Штатах в конце учебного года there is a sports banquet. проводится обычно спортивный банкет. And because it was her last year in school, И поскольку это был последний ее год в школе, I really wanted her to go to the sports banquet. я очень хотела, чтобы она пошла на этот банкет. But she had a friend in Texas Но у нее была подруга в Техасе, who used to live in Wichita, которая жила в Уичите, who was graduating from high school that weekend, которая that same date. у которой был выпуск в ее школе в тот же самый день, когда был этот банкет. She wanted to go to Texas. She wanted to go to Она Texas. хотела поехать в Техас, I wanted her to go to the а я softball хотела, banquet. чтобы она пошла на этот банкет. And so we started talking with Ken in the room. He was listening to us talk through this. И вот мы начали это обсуждать, а Кен просто слушал нас, как мы пытались прийти к соглашению. We were both able to express how important each of those decisions were to us. Мы обе могли объяснить друг другу, насколько важно то, чего мы хотим от другого. But when I felt like she really understood what I was saying, Но когда я поняла, что она прям все прекрасно понимает, что я ей говорю, then I was okay with whatever decision was made. то есть я относилась О том, какое отношение она примет. Да. She was 17. Ей было 17. This was her really good friend in Texas. Это была действительно замечательная ее подруга, которая жила в Техасе. So we all went to the graduation. Поэтому мы все вместе с ними поехали на ее подругу в Техас. And it was okay. И вот так мы решили. Third thing, Третья вещь. parents need to be able to set Родителям нужно иметь возможность настроить, установить, да. to set and enforce healthy limits on their children's behavior. Установить и соблюдать здоровые границы поведения наших детей. What are healthy limits for our children? Что же это такое здоровые границы для наших детей? I have a simple guideline. У меня есть простое, значит, руководство простое. Have as few rules in your home as possible. Вот несколько вещей, которые возможны в доме. Have as few rules as possible. As few as possible. Самые Тяжелые. тяжелые, да, правила, как только возможно. And as many as necessary. И настолько, насколько же необходимы. So when your children are young, you have more rules. Когда ваши дети маленькие, у вас больше правил. But as they get older, you need to loosen the rules. По мере того, как они становятся старше, вам нужно немножко Облегчать. удлинять поводок, да, я бы так сказал. But you also have to be prepared Вам также нужно быть готовыми к тому, что for your children to make some bad decisions. Дети будут делать какие-то плохие решения принимать. They're children, they're not adults. они все-таки дети, они взрослые. So they will not always, as adults we don't always make good decisions. Мы как взрослые это принимаем неверные решения, бывает, да?
So certainly our children are not always going to make good decisions. Потому что тем более дети наши будут принимать неверные решения. I have a couple of things I want to share about our son. Также есть пара вещей, которыми я хотел бы поделиться о нашем сыне. When he was young, Когда он был очень маленький, we had to limit the amount of TV he watched. ну, это 5 лет ему примерно было. Они очень ограничивали в том, какие программы он будет смотреть по телевизору. We had to limit the amount of TV that he watched. У них были конкретные, так скажем, продолжительность просмотра ТВ-программ. Because after watching television, he would be really disobedient. Потому что после просмотра телевидения он становился неуправляемым. I never understood exactly why, И мы не могли понять конкретно, почему он такой. but because of that, he watched very little TV during the week. Но после того, как он начал смотреть совсем мало телевизора в протяжении недели, More on Saturday morning, More TV on Saturday. но чуть больше в воскресный вечер. Утро, простите. but he would still be disobedient. Он все равно продолжал быть непослушным. I knew this, but I wasn't going to cut out TV altogether. Я знал, We weren't going to stop television, him watching television. We weren't going to stop him. Но мы не собирались совсем как бы ограничивать просмотр, запрещать совсем. But we would just limit it. Мы могли только ограничить это. It must have worked okay, Это должно было сработать, because he is now good about limiting himself, потому что он не может ограничивать себя сам. and he doesn't even own video games like many adults his age. И тем более он не играет в видеоигры, в которые играют большинство взрослых. Adults. It worked. Это в конце концов у нас сработало. He learned to limit himself. Он научился контролировать сам себя. Со временем. With course of time. Yes. Yes. And he learned to in video games too. He doesn't play them much. Ну, короче, это даже сработало, когда он чуть подрос, я так понял. Он научился сам себя ограничивать, когда он играет в видеоигры. Вот как я понял. Когда они ограничивали в телевидении просмотры, он там научился, и даже будучи более взрослым, он сам себя смог контролировать, сколько он играет. So one other thing that happened when he was about 19 or 20. Еще одна вещь по поводу того, когда он был 18-20 лет было, да. He had a car. У него появилась машина, He was making car payments on the loan. И за машину он платил самостоятельно. Payment for a car? He borrowed money to buy the car. He had a loan. У него был, он взял кредит, чтобы купить машину, он платил за нее самостоятельно. But he wouldn't make his car payments on time. He wouldn't pay back the loan on time. Но он платил, значит, кредит не всегда вовремя. No matter how much we asked him. Несмотря на то, что мы его спрашивали. So one Saturday, В одну, значит, субботу. he was at a campus event. Он был на университетском собрании, Drove over there. и мы туда приехали. We asked him to come out into the yard so we could talk to him. Мы попросили его зайти к нам, чтобы мы могли просто поговорить с ним об этом. And we said, we've come to get your car. И мы сказали, мы заберем у тебя машину. And he had a shocked look on his face. И он просто шокированно посмотрел наши лица. And he said, how am I going to make my car payment? How am I going to pay for my car? Я спросил, как мне следует платить за свою машину? Как я должен платить? And we said, we don't know, Мы ответили, мы не знаем. but when you make the payment, Но когда ты делаешь платежи, then you can come home and get your car. когда ты своевременно будешь платить, ты будешь возвращаться домой и брать свою машину, когда захочешь. And we did, and he didn't miss any more payments. И у него больше не было проблем с платежами. Не пропускал больше платежи. Let's go get his car. As our children grow up, Когда дети подрастают, they go through a process
Они проходят через особый процесс of discovering who they are. поиска самого себя. And we must let them Мы должны позволить им go through that process, пройти через этот процесс. not protecting them, Не пытаться защитить его, but guiding and supporting them. но вести его и поддерживать. Hebrews 12. Евреям 12 глава. Это 4-й уже. Yeah, we're still on 3. Да мы все еще на третьем пункте. Hebrews 12, starting in verse 7. Евреям 12 глава со 7 стиха. Yeah. From 7 to 8. 7-8 стих Евреям 12. Здесь говорится: вы должны стойко переносить все испытания, как наказание, которому вас, как сыновей своих, подвергает Бог. Ведь нет сына, которого бы не наказывал отец. А если вас не наказывали, как наказывают всех сыновей, значит вы не сыновья, а незаконные дети. Okay, this verse talks about God's discipline, Этот отрывок говорит о том, что Бог наказывает, Показывает нас. but makes an important point about discipline in general. производя очень важную какую-то цель в нашем воспитании. Наделяет наказание очень ясной и понятной целью. Вот. It's not fun, Это не весело, and it's sometimes difficult, и даже временами бывает тяжело. but if we don't discipline our children, they will not feel like legitimate children. Но если мы не будем наказывать своих детей, они не будут чувствовать себя Как законные дети. как законные дети. Да. So, number 4. А вот теперь 4 пункт. Our daughter was fortunate enough to spend a year and a half in China. Fortunately. Fortunately. Наша... Yes, счастью. she was Надо fortunate. ответить. К счастью, наша дочь провела 1,5 года в Китае. We had the opportunity to go visit her. У нас была возможность приехать и навестить ее. And while in China, we discovered И будучи в Китае, мы поняли, что обнаружили, что that Chinese teenagers Подростки китайские. Да, китайские подростки. have an extremely high rate of suicide. невероятно высокий уровень самоубийства. And it's due to it's due to cultural pressure to succeed in academics. Значит, это происходит по причине того, что очень высокий уровень давления со стороны Культурного давления, да, их академической успеваемости. As parents, we need to have realistic expectations for our children. Как родители мы должны иметь реальные ожидания от наших детей. We need to learn to let our children be children. Нам нужно учиться Нужно позволить нашим детям быть детьми. Спасибо. In 1 Corinthians chapter 10, 1 Коринфянам 10 глава, in verse 13, стих 13. you want to read? Здесь говорится: испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. This verse tells us that God, our perfect Father, Этот отрывок говорит о том, что Бог, прекрасный, идеальный Отец, knows what my limitations are Он знает мои пределы, мои возможности, and will not allow me to be tempted more than I can bear. и не позволит мне быть искушаемым свыше моих возможностей. He knows my limitations. Потому что Он знает мои возможности. We need to do the same for our children. И нам нужно делать то же самое для наших детей, не давать им испытаний выше их сил. We gave our children age-appropriate responsibilities at home.
Нам нужно давать детям соответствующие их возрасту обязанности по дому. For example, we own a home with 2 bathrooms. Например, у нас дом с 2 ваннами. They shared one of the bathrooms growing up. Они по очереди убирались в одной из ванных комнат. Shared their. They both used that. Used that. Они пользовались по очереди одной и той же ванной. It was both of their responsibilities to keep the bathroom clean. И их обязанностью было содержать эту ванну в чистоте. And it had to be clean all the time. Она должна была быть чистой все время. Because that was the bathroom that guests used. Потому что это также была ванная комната, которую использовали гости. We also taught them to do their own laundry. Мы также учили их стирать свои вещи. Our son was стирать одежду самостоятельно. Our son was around 11. Нашему сыну было 11, когда Our daughter was probably about 13. Дочери было 13. Your children may be able to do that earlier or younger. Возможно, ваши Дети это делают более младшего возраста. We also, when my son was about 11, he's the older of the 2. When my son was about 11. When our son was about 11, Когда моему сыну было 11, we started to allow him to stay home by himself for 1 hour. мы позволяли ему быть дома без никого на протяжении 1 часа. But not have his sister there. Но там не было и сестры, She получается. would be with us, Она была с ними, but we were giving him the opportunity поэтому у него была возможность to be able to stay by himself оставаться одному for a short period of time. на небольшой период времени. When he was about 14, Когда ему стало 14, около 14, they would stay there together. они оставались уже вместе. He became her babysitter. Она была его няней. When he was 14. When he was about 14. So was- they would, She well, was 9. she was 9. Он стал для нее как няня. Она же младше. So they Странно, could, Ну младше. да, совершенно верно. Значит, он стал. so they could stay by themselves probably for about 2 hours at a time. То есть So we could leave them for a short period of time together. В общем, они начали его тренировать, так оставлять на коротенькие промежуточки времени. Сначала один оставался по часику, потом он подрос, и они стали позволять ему там, на 2 часа остаться с сестренкой, позаботиться о ней. So the point is that those were some small responsibilities that we were giving them to make sure we were giving them small responsibilities. Нам нужно давать какие-то маленькие, какие-то ответственности и быть уверенным, что он сможет это сделать. And if they did those well, Если он делает это хорошо, we could give them more. мы сможем дать ему больше. Понимаете, да? И пункт, где знать границы и давать ответственность. 5th thing, 5-я вещь. maybe the most important. Возможно, самое важное. Parents need to be aware of their responsibility Родителям необходимо знать ответственности, to instill spiritual values in their children. Внушать духовные истины своим детям. Родителям нужно знать свою ответственность в том, чтобы внушать духовные истины своим детям. And not just right behavior. Не просто правильное поведение. And how do we go about instilling spiritual values with our children? И как мы можем вот это сделать? Внушить духовные истины нашим детям. Spiritual values are not things that we own. Духовные ценности, которые мы сами имеем. Нет, это не то, чем мы владеем сами. We own. Это не то, что от нас исходит, так, духовные ценности. They're things that we practice. Вещи, которые мы практикуем. Окей. Продолжай, это лучше пример. Maybe you can say all phrase. Знаем, нет, мы не знаем. Own. Spiritual values are things that we do. То есть духовные истины, вот, это то, что на самом деле мы сами, как мы живем, как мы практикуем. Это вот что такое духовные истины.
как бы вот как они проявляются духовные истины. Parents have to be examples of godly behavior Родителям необходимо быть примером правильного поведения for their children at home. для родителей в доме, в своем доме. Deuteronomy chapter 6, Второзаконие, глава номер 6, starting in verse 6. с 6 стиха. Второзаконие 6:6. Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти. Пересказывай их своим детям, повторяй их постоянно, дома ты или в пути, ложишься или встаешь. Повяжи их на руку, как знак. Пусть они будут повязкой у тебя на лбу. Напиши их на деревянных косяках твоего дома и на городских воротах. What this verse describes is not a classroom, И то, что этот отрывок нам пытается как бы объяснить, что это не учитель, не класс, где мы учимся. but it describes a way of life. Это он пытается нам показать как путь жизни, образ жизни. Да. And how we talk about God Когда мы говорим о Боге, in everyday activities that we do. и это вот то, что мы должны каждый день во время ежедневных каких-то наших дел говорить о Боге. Да. There are no shortcuts. There are No easy way. no easy way. No easy way. И это вообще-то не вот самое простое, это вообще-то не легкий путь. Developing spiritual values is a lifelong process. Построение духовных ценностей, взращивание духовных ценностей, это не короткий процесс, это путь во всю жизнь. We are all still working on our own values. До Our сих own пор мы convictions. продолжаем работать над своими ценностями. Our children are just beginning on that journey. А дети-то вообще не только-только начинают это путешествие. Expect them to have some failures along the way. Готовьтесь к тому, что они будут Много ошибок на пути. ошибки, да. In fact, Факт в том, что when it comes to spiritual values, Когда дело доходит до духовных ценностей, failure is as important as success. неудача важнее успеха. нет, важны настолько же, насколько успех. We As learn- important as success. We learn and grow through our mistakes. Мы учимся, проходя через разные ошибки. And I think one of the hardest things for parents to do, Самая тяжелая вещь для нас, как родителей, это, I know it was for me, особенно для меня, is to watch our children make a decision that we know is not going to turn out well. Наблюдать за детьми, как они принимают заведомо неверное, зная, что это будет неверное решение, позволять им это делать. We can give them our guidance, Мы можем вести их, but as they get older, they are responsible for making their own decisions. по мере того, как они взрослеют, они становятся ответственными за принятые ими решения. And what we can do is stand beside them И все, что мы можем делать, это стоять чуть позади их and support them, и поддерживать их. not necessarily stand in front of them Не обязательно, то есть наоборот, не стоять перед ними, and try to protect them. между ними и опасностью, и защищать их. And the last thing I want to share with you is something that I've rediscovered actually for me on our trip to Russia. Последнее, о чем я хочу с вами поделиться, это вещь, которой я научился еще вот прямо в поездке, то есть в этом путешествии в России. Some of you were able to go to the anniversary service in Novosibirsk, Anniversary service. the anniversary church service. Кто-нибудь из вас был на вот этом годовщине 25-летия в церкви? Yeah. And so we had the honor of being able to share У нас была честь там поделиться, значит, в собрании. and share our story of how our church supported the mission work. И поделиться, значит, историей, как наша церковь поддерживала миссионерскую деятельность здесь, в Евразии.
And it reminded me how important stories are. И это напомнило мне кое-какие важные вещи. Это, нет, как важны истории. Хорошо. Важно делиться историями. Точно. One very important way that we convey our values to our children Один из самых эффективных путей, как мы можем внедрять вот эти вот убеждения в детей, правильно? is through the faith stories that we tell our children. Посредством истории веры, которую мы рассказываем нашим детям. We had the opportunity recently Недавно у нас была возможность to talk with a young mother поговорить с одной молодой матерью, who was struggling with her child who was telling her that he wasn't sure he believed in God. которая говорила, что... Да, это история одной молодой матери, сын которой сказал ей, что он не верит в Бога. То есть ему где-то 10 лет, как я знаю. Я тоже слышал эту историю. As she told us her story, Пока она рассказывала свою историю по мере того, she shared with us how her child had a very serious illness as a baby. она рассказала о том, что ее ребенок очень сильно болел в детстве. Очень серьезное заболевание у него было. And how his eventual recovery И впоследствии, а также о том, как он излечился от этого. was unexplained. The doctors couldn't explain how it happened. И путь, которым он излечился, доктора не могли объяснить. То есть это было чудо. Да. She had never told her son that story. И она никогда не рассказывала об этом своему ребенку. And so we asked her if she would tell that to her story. She went home that day and told her son the story of how he was cured. Поэтому мы предложили ей пойти, вечером поговорить с ее сыном об этом. Она пошла и поговорила в итоге. And she asked him, "Who do you think cured you? Who do you think cured?" Healed. 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 И как, то есть, и она спросила, кто, по-твоему, исцелил тебя? He thought for a minute and he said, God. So he said, Yeah, he said. И в итоге ребенок ответил, что, наверное, это был Бог. The stories that we tell our children, and they need to hear our stories of conversion. И очень важны истории. Особенно рассказывайте своим детям истории о том, как вы обратились к Богу. And Вы сами. they need to hear our stories of changed lives. И им нужны эти истории о том, как жизнь меняется. Through the years, as our children were growing up, С годами, по мере того, как взрослеют наши дети, we prayed with them in the car. мы молились с ними в машине, We sang songs in the car. мы пели песни в машине. We did weekly family devos, devotionals. Тусовки, времена, какие-то особенные. Еженедельные духовные времена проводили. We made sure we had meals together. Еду вы вместе кушали вместе. Просто я начала сразу. And just took every opportunity И использовали каждую возможность to explain about God or tell them a great story. объяснить им, рассказать им что-нибудь о Боге или рассказать замечательную историю. And someone recently asked, how did your son come to believe in God? Кто-то недавно спросил меня, как твой сын пришел к Богу? So I texted my son and asked him that question Поэтому я написала сыну СМС, because I didn't know the answer. потому что я не знал ответа. He said he believes in God Он сказал, я верю в Бога, because of how he saw lives changed потому что я увидел, как меняется жизнь, and the stories he heard about lives changing because of God. и благодаря историям, которые я слышал о том, как меняется жизнь. Бог меняет. Бог меняет жизнь. So, the 5 things Пятая вещь. that's important for our children. 5 важных вещей для детей. Having a strong connection with their family, Сильная взаимосвязь с семьей.
helping them to have a healthy understanding of who they are as a person, being independent. Давайте им здоровое чувство о том, кто они есть. И about being independent, быть Being their независимым. own person. А быть самим собой, быть независимым. Independent, независимым. Being able to set and enforce limits with our children on their behavior. Давайте им здоровые границы, да, в поведении. Да, здоровые границы. Having realistic expectations for our children Реалистичные ожидания от наших Реальные детей. ожидания. and instilling spiritual values. И внушать духовные истины. Здорово, братья и сестры. Я извиняюсь сразу за наш уже что-то, за мое, в частности, перевод. Давайте поблагодарим Антону. Невероятно умный брат, значит, приехал в Омск, жалко, что только на месяц. Давайте вот что, я предлагаю, значит, время вопросов-ответов, может быть, какие-то комментарии.